Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Окна» на YouTube и Рутуб платформах российского информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа». С вами я, ее ведущий Фархат Ибрагимов. В нашей программе традиционно вместе с нашими экспертами и гостями мы обсуждаем, дискутируем и говорим о наиболее важных и заметных событиях, прошедших как у нас в стране, так и за ее пределами. Поговорим сегодня о текущих событиях большой политики, о геополитических процессах на Ближнем Востоке. Поговорим об этом с человеком, который, как никто, лучше разбирается в тонкостях и региона Ближнего Востока, да и вообще мировой политики в целом. У нас сегодня в гостях на прямой связи из Израиля общественный деятель, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Яков Федорович, я вас приветствую. Да, добрый день. Очень рад вас видеть. Спасибо, что нашли время с нами сегодня поговорить. Яков Иосифович, за то время, что мы с вами в предыдущий раз записали передачу «Окна», прошло немало интересных событий. Ну, наверное, главное политическое событие, которое обсуждают последние 7-8 дней, это ошеломительная победа президента США Дональда Трампа на президентских выборах. Все это время, что шла президентская кампания, многие эксперты думали и гадали до последнего, кто же станет президентом США. И говорили, что шансы у обоих кандидатов, у демократа и у республиканца, абсолютно равны. И даже многие телекомпании американские, которые подсчитывали голоса экзит-полов, были уверены в том, что Камала Харрис, представитель демократов, победит. Но вот убедительная победа Дональда Трампа, 312 голосов против 222 демократов, конечно, еще раз показала и доказала внушительную победу 45-го президента США. И что самое интересное, сейчас все спорят над тем, как же поменяется ситуация на Ближнем Востоке после 20 января, когда произойдет инаугурация Дональда Трампа. Яков Федорович, во-первых, такой у меня вопрос. Вы удивлены или не удивлены итогами президентских выборов в Америке? Ну и второй вопрос. Как вы видите регион Ближнего Востока в ближайшие годы пока президентом США будет Дональд Трамп? В отношении меня я говорил, что всегда, что по тем данным, которые публикуются, я не специалист по Соединенным Штатам, и у меня нет более эффективной возможности проверить эти данные, проверить Соединенные Штаты. Но то, что было опубликовано, во-первых, я говорю, что это больше попытка подыграть своим желаниям, своим настроением. Это было как в отношении тех, кто говорили о кандидатуре Трампа, так и в основном те, кто говорили в отношении Камелы. Второе, то есть четко сказать на основе этих данных было невозможно. А кто пытался это сделать, это было не совсем профессионально и не совсем этично. Потому что пытаясь подогнать результаты, а подгоняли результаты и те, кто делали подсчеты, причем с обеих сторон, и те, кто их комментировали, в основном в сторону демократов, чтобы создать это впечатление. Но было ясно, и этого никто не скрывал. За Трампа, они скромно говорили, за Трампа в основном, вот у женщин у него большинство. И это было верно. Но они упускали одну деталь, которая была видна на всех экранах. У чернокожих женщин. Потому что большая часть женщин, которые толпились вокруг, не у Трампа, а у Камелы, большая часть женщин, которые толпились вокруг Камелы, это были чернокожие женщины. Я не говорю о постановочных фотографиях, которые делают Соединенные Штаты, стоит президент или кандидат, и за ним подбирают компанию. Разноцветную, разнополую и все. Нет, а просто вот вокруг нее. И это очень настораживало. Второе. Камела практически ничего серьезного, ничего даже конкретного ни на один вопрос не могла сказать или ответить. То есть она демонстрировала то, что кроме заученных демагогических фраз у нее ничего нет. И это на подготовленных интервью, на подготовленных вопросах.
она обходилась общими фразами, пытаясь что-то изобразить. И она показала, что она не умеет выступать перед людьми, потому что если посмотреть ее выступление, то половина выступления был примитивный лошадиный смех. Ну, американцы, да, у них улыбка и смех – это оружие также выступления. Но не такой лошадиный и не в ответ, и не вместо ответов. Между ответами можно улыбаться. Американская улыбка, это все знают, фальшивая, натянутая, но это образ общения. Но не вместо ответа, а у нее это было вместо ответа. То, что меня удивило в этих выборах, только одно. Оказалось, что степень разумности и ответственности американского народа оказалась выше, чем предполагали те, которые думали, что Камела победит. Если бы она победила на выборах, это бы показало, что деградация американского общества и интеллекта, и так невысокого, американцев, продолжает падать. А тут оказалось, что она выше. Она выше ответственность и мудрость американцев выше, чем политиков, которые пытались ей играть. Выше этих представителей демократов, которые пытались создать ложную иллюзию, что вот сейчас Камала Харрис станет президентом Соединенных Штатов. И они не поддались на примитивную уловку. Вот женщина цветная, она должна сейчас быть президентом Соединенных Штатов, потому что таких до этого не было. Ну, а другие качества что, не важно? Образование, характер, политическая культура, зрелость, политическая, не физическая. Успехи в тех или иных областях, понимание политики, внешней, внутренней, экономики, международных отношений. Нет. Они надеялись, что этого не понадобится. На это американский народ не клюнул. Именно на это. И поэтому результат такой результат. Ведь разгром ее, если посчитать электоров и голосования, он полный. Давно уже не было в Соединенных Штатах, что почти треть электоров, почти на треть электоров больше получил противоположный кандидат. И она проиграла во всем. Она проиграла, за нее голосовало меньше испаноязычных, чем за Байдена 4 года назад. Она проиграла даже на своем домашнем поле для демократов. Всегда в Соединенных Штатах от 70 до 75% еврейского населения голосовало за кандидата демократов. Вот а сейчас, да, традиционно. Но это началось еще с начала прошлого века. А на этих выборах за демократов проголосовало менее 50% еврейского населения. Такого никогда не было. И что еще? Еще такой забавный факт. Мусульманское население и арабское население Соединенных Штатов больше проголосовали за Трампа. То есть они остались голые, демократы с обеих сторон. И от евреев, и от мусульман, и от демократов, и от арабов. Чего никогда не было. Удивительно. То есть это полная катастрофа. Ну, можно спорить о тактике. Я уже говорил в другой передаче, что в этих невозможных условиях, когда такой кандидат, как Камела, вы хотите, у вас нет выхода, вы выдвинуть ее в президенты, у вас нет времени, вы не соорганизовались, надо срочно менять кандидата.
самое лучшее, самое разумное было, чтобы за полгода до выборов, минимальный срок, Байден ушел в отставку по состоянию здоровья. И это не проблема оформить. И она бы вступила в должность президента автоматически. И шла бы на выборы с должности президента, выполняя его обязанности уже полгода. Во-первых, она бы очистила себя от эпохи Байдена. Она бы сказала: сейчас новый президент, дайте мне шанс, я начала исправлять все ошибки, и я веду Америку в будущее. И президент, у него инерция на выборах всегда есть больше, чем у неизвестного кандидата. И в качестве президента она могла предпринять те или иные законодательные, подзаконодательные факты, сделать то, что популярно. Потом, после выборов, можно видеть, но набрать на этом популярность, у тебя же власть. Они этого не сделали. Демократическая партия оказалась не способна на это. Единственное, что они сделали, они в последнюю минуту поменяли Байдена на этот неудачный вариант. Если бы Байден остался в президентской гонке, катастрофа была бы намного больше. И еще больше. Такова сегодня действительно Соединенных Штатов. А в отношении того, что Байден будет делать, ну, в отношении его можно пользоваться только тем, что он говорил. И хотя политик говорит то, что ему выгодно сказать перед избирателями, но все-таки можно составить представление и дать оценку, а какие будут его направления основные, с которых он начнет. И первое, что Трамп сказал, и вот он говорил про свою прошлую каденцию. Он говорил в прошлую каденцию: а я не начал ни одной войны. А я не начал ни одной войны. Он говорил в прошлую каденцию, как заслугу. Что он говорил здесь перед этими выборами? Я закончу все войны. Я прекращу все войны в мире. И он это говорил в отношении Украины, и он это говорил в отношении Ближнего Востока. Я прекращу эти войны. То есть в этом будет заключаться его основная цель на первых этапах, насколько ему это удастся. В отношении Украины он сказал абсолютно точно. В отличие от европейцев, Трамп, президент Соединенных Штатов, договорюсь с Путиным о прекращении военных действий. Хватит. И никаких слов о том, что надо вернуть Крым, вернуть украинские территории, остановить Россию. Он вообще этой демагогией не занимается. Он говорит: основная цель — прекратить военные действия. И договориться. Как торговцы договариваются? Торгуются. Торгуются. Что можно бы торговать, мы торгуем. Что нет, нет. Но если вопрос заключить мир, он будет заключен. И в этом будет его направление, его политики, в его понимании. На тех границах, о которых он договорится с Путиным. И на тех условиях. То есть он сказал абсолютно: а меня-то Украина не интересует. Меня интересуют интересы Соединенных Штатов. А для интересов Соединенных Штатов сейчас, в данный момент, чтобы военные действия на Украине прекратились. И если на это надо пойти, приняв те или иные условия, я пойду. Какая разница? Ведь американский президент, надо понимать психологию американскую и политику. По американским законам любое международное соглашение, любой договор, который заключает Соединенные Штаты, если его исполнение начинает приносить ущерб американским интересам, его можно нарушить. Это закон Соединенных Штатов.
Так что он говорит, сейчас, да, я хочу прекратить военные действия. Я заключу эти соглашения. Если через год, 2, 3, 10 я или другой президент посчитает, что это не играя, не идет на пользу Соединенных Штатов, я его нарушу. Да мне плевать это. Главное для меня американский закон. Американские интересы. А не чьи-либо. То же самое он пытается сделать и на Ближнем Востоке. Он сказал, в Ливане договоритесь быстро, быстро, еще до того, как я стану президентом. И с Газой надо прекратить и договориться о прекращении войны в Газе. То есть он говорит о том, что военные действия должны прекратиться. На каких условиях договоримся? То есть в этом его направление. И я хочу напомнить, уже я говорил не раз, надо посмотреть на его политику в отношении Северной Кореи, которая была. То есть он довольно гибок в своем подходе. Но любой подход Трампа будет с позиции силы. Под угрозой, если не сделаете, вам будет хуже. Так он будет говорить с Ираном, с которым он хочет договориться. Так он будет говорить и с Россией. Именно в этом ключе. Так он будет говорить на Ближнем Востоке. Причем не только с арабами, но и с нами, с Израилем. И с Нетаньяху. Он будет действовать с позиции силы и с позиции его понимания американских интересов. Не подчиняя американские интересы никому. Но пытаясь американской силой добиться то, что ему необходимо. А сила у него сегодня есть. Яков Иосифович, но я так понимаю, что в принципе Трамп, судя по вашему анализу, является таким договороспособным все-таки политиком, в отличие от предыдущей администрации Байдена, потому что, да, если он даже говорит с позиции силы, во всяком случае он хотя бы выслушает противоположную сторону и попытается к чему-то, какому-то общему знаменателю прийти, поскольку действительно он заинтересован в прекращении конфликта, как вы совершенно справедливо подчеркнули, он действительно неоднократно об этом говорил. Но опять же, среди экспертов есть такие мнения, вот хочу как раз спросить, согласны вы с этим или нет, что якобы Трамп наоборот даст полный карт-бланш израильскому правительству для того, чтобы была развязана полномасштабная война с Ираном, потому что в отношении Ирана у Трампа, ну, собственно говоря, взгляды более чем негативные. Вспомним, что именно Трамп как раз таки отдал приказ уничтожить Касема Сулеймани, видного иранского бригадного генерала КСИР и так далее и тому подобное. Ну и там с Турцией отношения могут усугубиться и так далее. Вы с этим согласны или нет? Абсолютно нет. Сам Трамп сказал только неделю назад, я хочу договариваться с Ираном. Это его слова, не мои. Можно, конечно, сделать вид, как продажные комментаторы или те, которые подгоняют политику под свои интересы. Что этого не было, он просто так сказал. Нет, это сказал президент Соединенных Штатов, который вступает в должность. Во-вторых, Сулеймани был уничтожен не как иранский министр, а как руководитель стражей революции, которая в Соединенных Штатах террористическая организация, и на руках у которого было много и американской крови, который проводил, командовал террористическими актами против Соединенных Штатов, против Израиля тоже. И когда Израиль отказался участвовать в этой операции, Трамп очень на нас обиделся. Он говорит, он же ваших людей убивал. То есть там был вопрос вот в этом отношении не потому, что он иранский министр, а несмотря на то, что он иранский генерал. Он показал, и не зря он сейчас руководит переговорами с Ираном, будет человек, который занимает резкую антииранскую политику. Со мной шутки плохи, я шутить не буду. Или договоритесь, или я приму все силы, которые у меня есть. И поэтому сейчас в Иране заново думают,
А стоит ли все-таки ответить Израилю на Вот. последнюю атаку? Мгм. А если сейчас новый президент Соединенных Штатов скажет, ну, делайте, что вы хотите. Надо уничтожить ядерную программу Ирана, и все. А вы делаете. Такое может быть. И тогда в Иране начинается вопрос. Поднимается вопрос. А может попробовать это сделать, пока еще Трамп не стал президентом? А с другой стороны, если они попробуют это сейчас, то Израиль может не посчитаться с реакцией американского президента и уничтожить ядерную военную промышленность Ирана, тем более, что этого хочет и президент избранный. То есть сегодня он хочет играть на политической арене в переговоры, резко поднимая ставки и угрожая применением сил. Но с Ираном он хочет договориться. Потому что это его в Иране волнует две вещи, и он знает, что он хочет достичь. Одна – это ядерный военный проект Ирана, который он рассматривает само обладание Ираном ядерного оружия, дестабилизирующий фактор на Ближнем Востоке, в его глазах. И можно с этим спорить, но те, кто с этим спорит, они спорят самим собой. Он-то не академический профессор, которому надо доказывать. Это точно. Второе, он хочет ослабить тесные отношения между Ираном и Россией, давая Ирану то, что Россия дать не может, и Китай не может. Экономическую помощь. Иран в критическом положении находится, экономическом. Ему необходимо минимум 100 миллиардов долларов, чтобы не рухнуть экономика. Ни Россия, ни Китай не могут этого дать, несмотря на все экономические соглашения, которые заключаются. А Трамп может дать. А он хочет угрожать другим Иранам. Давайте договоримся, а иначе я резко усилю экономические санкции. И то, что вам тяжело, будет еще тяжелее. А никто вам в этом не поможет. Учитывая то, что во главе Ирана стоит правительство, стоит власть сегодня, с благословения иранского верховного религиозного руководителя. Он хотел эту власть, цель которой наладить отношения с Западом. Это будет его первый шаг. Договариваться с Ираном. Но, имея в запасе дубинку, как экономическую, как и то, если вы будете опять задираться с Израилем, мы Израиль останавливать не будем. Яков Ильич, тут очень довольно тоже интересная новость прошла на прошлой неделе. И вот весь мир опять заговорил о том, что вот в Израиле-то все-таки все знают. Или что-то очень хорошо, или догадываются хорошо, или чуйка очень хорошая, с интуицией все прекрасно, но не понимают. Но во всяком случае есть в этом какая-то, наверное, доля правды, потому что в ту самую ночь, когда проходили в Америке выборы президента США, стало известно о том, что Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля, отправил в отставку своего министра обороны. И тут начали тоже строить некие конспирологические версии относительно того, что ну вот наверняка партия войны уходит, приходит партия дипломатии, потому что теперь новым министром обороны стал министр иностранных дел израильского еврейского государства. Яков Ильич, а есть ли какая-то в этом прямая связка? Вы видите в этом? Или это просто совпадение, не более того? Единственная связка есть, это в тупости, безграмотности тех, которые это говорят. Они абсолютно не понимают, не знают Израиль. Возможно. Полная тупость. Нетаньяху хотел убрать Галанта еще 2 года назад. Потому что позиция Галанта по многим внутренним вопросам не соответствует позиции Нетаньяху. Тогда ему не удалось, народ не дал.
Народ вышел на улицу, он испугался. По своему характеру Нетаньяху очень трусливый человек. Хотя он был офицером спецназа, но это был другой человек. Он боится. Он боится всегда принимать какие-то решения. Всегда их тянет. Так было и в этой войне. Он боится опасности, если нет уверенности, что будет. Сейчас ситуация была такая, что он правильно рассчитал, и его помощники. Убрать сегодня Галанта, народ на улице не выйдет. И он сделал то, что он давно хотел. Кроме того, он его убрал по совершенно прозаической причине. В качестве министра обороны Галант не давал возможности принять закон об освобождении учеников религиозных училищ от воинской службы. А если бы он не принимал этот закон, ультрарелигиозные сказали, не примите закон, мы выйдем из правительства. И правительство его рухнет. Так что он это сделал по принципу от большего страха, что он потеряет правительство и потеряет власть. И у него не оставалось выхода. А этот закон они требовали сейчас принять, сейчас. А Галант вместо этого выслал повестки 7 тысячам учеников религиозных школ. Он имеет на это право, министр обороны. А у него другой расчет. Он говорит, страна воюет, мне нужны военные. Не может быть, чтобы эта часть населения при всеобщей воинской обязанности увиливала от военной службы. Хотя говорили, а главное молиться Богу. Говорит, а меня это не интересует. То есть это был расчет внутриполитический, мелкий, чтобы удержаться у власти. Никакого отношения к мирным переговорам, к другому нет. А в отношении этого министра иностранных дел, ну, в Израиле, когда говорят об Израиле, относиться к министру иностранных дел как к какой-нибудь фигуре профессиональной какой-то, или какому-то министру, это просто смех. Весь народ над этим смеется. Тот, который был некоторое время министром иностранных дел, я его знаю еще, когда он был мальчишкой. Бездарный политический демагог, который ни на одной должности, кроме позерства, никогда ничего не достиг. Но и своих соображений, внутриполитических. Надо было поставить кого-то на место Галанта. А он хотел поставить другого человека. Сара, Гидеон Саар. И у Гидеона Саара у него не было политического опыта. И тогда все сказали, слушай, а человек никогда не был никем, ни в армии. Ну, служил в армии, но нет. Не был министром, не понимает ни армии, не знает ничего. Во время войны ставить человека, который не был никогда министром серьезного министерства и ничего не имеет опытом, это глупость. Что? Ты себя на посмешище ставишь? Тогда он посмотрел хорошо. Тому он сказал, я тебя поставлю министром иностранных дел, и иди ко мне в коалицию. И тот пошел, продал свои политические взгляды. Сделал все наоборот того, что он говорил полгода назад. Когда он клялся почти на Торе. Да ни за что я не пойду в это преступное правительство с этим человеком, которого надо гнать в шею, которого зовут Нетаньяху. Я вот обещаю, вот смотрите, обещаю здесь перед всеми, никогда я не вступлю в правительство Нетаньяху. Сначала ты будешь министром обороны, а потом оказалось, что это слишком позорно. Так из всех министров, которые у него есть, в этом сборище 30 с лишним несчастных, убогих политиков, которые посадили на министерские кресла, там можно смотреть один-один, каждого из них. Это унижение вообще для интеллигенции видеть этих людей. Позор. Министрами.
Он нашел только одного, который формально был министром иностранных дел. А до этого совершенно пустым министерством по делам разведки. Пустое министерство, которое к разведке не имеет такого отношения. Разведка подчиняется или министру обороны, или премьер-министру. Но не важно. И для этого он сделал это. На это он пошел. Именно этого. Внутриполитически. Другого не было. Какой успех Каца на международной арене? Дикие совершенно, совершенно бесполезные демонстрации, чтобы сорвать аплодисменты в определенной части израильского общества. Ну, вот этот дурак, это он сделал глупость, над которой все смеялись сквозь слезы. Закрыл въезд в Израиль генеральному секретарю ООН. Кстати, да. Ну, дурак, ну, что можно сказать? Все в Израиле сказали. Ну, мы знали, что ты дурак, но до такой степени. Но он это сделал. Или его выступление. А что сделал этот дурак стаиросовая дубина позавчера, когда он первые 2 дня стал министром обороны? Ну, пришел вчера, ты ничего не знаешь, ты ничего не понимаешь. У тебя понятия нет от армии. Этот несчастный заявил, а мы победили Хизбаллу. Нет, Мы пахали. В этом есть. Кто победил? Нет. Кого победил? Что победил? Ну, Ну, заткнись же, дурак. Яков Ильич, ну, во всяком случае, верхушку Хизбаллы ликвидировали, надо сказать, и главную боль решили, все-таки как-никак. Согласитесь. Победили Хизбаллу, мы можем сказать, когда и если будут достигнуться соглашения, по которому Хизбалла уйдет. И вместо нее на израильскую границу придет ливанская армия. А ее там не будет. А где, кто, кого убили, ну какая разница? Да это чисто тактическая вещь. Хорошо, убили одного командира, одного генерала, другого. Ну поменяли, ну убили, Хизбалла существует. Ну вот если прекратится военная помощь Хизбаллы, и она не сможет располагать свои военные подразделения, даже если они останутся, хотя резолюция ООН требует их расформировать, на границе с Израилем, тогда можно говорить, что мы победили Хизбаллу. Ведь Израиль не ставил своей целью уничтожить Хизбаллу, объявили с самого начала. Мы не воюем, чтобы ее уничтожить. Мы воюем, чтобы заставить их уйти от границы. Нанося им потери, чтобы это было для них нестерпимо. Вот и все. Но я тут говорю не об этом конфликте. Я говорю о поведении человека, который вчера был неудачным, позорным министром иностранных дел. Теперь он начинает с позора, с дикого, совершенно пустого заявления свою деятельность на посту министра обороны. Ну помолчи хотя бы неделю. Изучи положение на Южном фронте, на Северном фронте, проблемы в армии, проблемы вооружений. Ну, что с него взять? Не так-то все и просто. Яков Ильич, я не могу вам задать вот какой вопрос, не коснуться ситуации, которая меня просто дико вывела из себя. Я не могу скрыть своих эмоций. И я думаю, что большая часть хотя бы наших зрителей меня в этом поддержит. Потому что то, что произошло на прошлой неделе в Европе, а точнее в Нидерландах, является просто вопиющим. Я не могу это по-другому назвать, поскольку вы, как человек, который глубоко знает историю и Второй мировой войны, и вообще историю как таковую, наверное, сейчас поймете, о чем идет речь. Ну, точно поймете. Дело все в том, что на прошлой неделе, для тех, кто не знает, в Нидерландах состоялся футбольный матч между израильским клубом Маккаби Тель-Авив и голландским, нидерландским известным футбольным клубом Аякс. И израильские болельщики, которые прибыли в Нидерланды, чтобы поболеть за свою, скажем так, за свой клуб, за свою сборную, подверглись нападению сразу в нескольких точках столицы Нидерландов, города Амстердама.
Есть многочисленные видеоролики, распространенные в социальных сетях, на которых, собственно говоря, показаны десятки бунтовщиков. И что самое интересное, кто идентифицировал видео, на многих из этих видео, если не все практически, не арабы, не мусульмане, а местные жители, европейцы, которые выволакивали, значит, извините, откровенно говорю, еврейских, значит, граждан, израильских граждан из автобусов, бросали их в реку, унижали их на камеру, требовали, чтобы они кричали все эти разговоры про свободу Палестине. Река, чтобы вы понимали, на дворе уже осень, очень холодная, плюс 3 градуса, люди могли спокойно получить обморожение. И, соответственно, люди в масках также проникали в отели, где оставались израильские болельщики. И, соответственно, там тоже избивали, ну, собственно, гостей столицы и вообще евреев, которые, собственно говоря, болели за свой клуб. Я понимаю, что футбольные клубы всегда, футбольные матчи – это место потасовки. Всегда фанаты друг другом дерутся, как бы это грустно ни звучало, но это нормально. Как бы это цинично ни звучало, ну, это есть такое. Но тут дело было не в клубе и не в футболе. Дело шло исключительно о принадлежности человека к одной конкретной национальности. 2,5 года назад Яков Иосифович, я не знаю, в курсе вы или нет, в одном из германских городов, в ресторане в одном из германских городов в Западной Германии были размещены таблички «Русским вход воспрещен» после начала специальной военной операции. Некоторые люди со слезами начали смотреть на эту всю историю, что опять возвращается 139-41 год, когда были, извините меня, эти уродливые, ужасные вот эти все символы, эти были желтые звезды Давида, когда просто значит, вот эти все хрустальные ночи убивали, избивали просто по принадлежности. Повторение той же ситуации нам говорили, ну это же в отношении русских, ничего страшного, бывает, забудут про это. Сегодня мы видим это уже в отношении евреев. Опять-таки, люди по-разному могут интерпретировать свою трактовку истории конфликта между Израилем и сектором Газы, Израилем и Палестиной. У людей могут быть симпатии со стороны Израиля или Палестины, это их дело. Но когда дело доходит до вот этого нацизма, меня, честно говоря, это не может не останавливать. Я об этом говорю публично. Почему? Потому что вот это безобразие в Европе поощряется. Да, король Нидерландов принес извинения. Ну и что дальше? Яков Ильич, ваша точка зрения, ваш комментарий, мы что, опять возвращаемся в 30-е годы прошлого века, или это просто мы сейчас на самом деле немножко утрируем, и ситуация в принципе нормальная, и не стоит на этом заострять внимание? Что думаете по этому поводу? Ну, во-первых, факты. Почти все нападающие были мусульмане, или турки, или арабы. Голландцев почти не было. Это известно, и были случаи, когда среди израильских болельщиков были говорящие по-арабски, были друзы. Они слышали, они все говорили по-арабски. То есть голландцев почти не было, ни арабов, ни мусульман. Второе. Аякс, это многие не знают, в Нидерландах всегда ассоциировались с евреями. И были не раз случаи, когда Аякс играл, а команда, болельщики другой команды с трибун кричали им «Хайль Гитлер», чтобы унизить их. Почему Аякс ассоциируется у нидерландских болельщиков с евреями и с Израилем, я не знаю. Болельщики это не самая интеллектуальная часть населения. Болельщики это шпана. Как правило, шпана, которые любят бузить и драться. А наши болельщики трусы. Они драться не умеют. Они устраивают скандалы на наших стадионах. А приехали туда. Они думали, что они приехали на наши стадионы. И получили по морде. Получили по морде и за то, что они евреи, и за то, что представляют в Израиле. Потому что очень часто болельщики одной стороны, я говорил сейчас это про Аякс, бывают, начинаются драки, приписывая туда все национальные проблемы. В Соединенных Штатах, по-моему, между Гондурасом и Гватемалой началась война после побоища между болельщиками.
И сколько раз это было, когда французских болельщиков оскорбляют. Немецкие, а немецких французские, а в Испании, а в Италии. Посмотрите, что делали хорватские болельщики на чемпионате Европы. Это вообще отдельная история. А британские болельщики, они известны своим хулиганством во всем мире. Им не важно, кому набить морду. Мы покажем, что такое британский футбол. Это правда. Это правда. Кто их усмирил? Русские болельщики, когда им набили морду во Франции. И они побежали, плача, утираясь кровью, в полицию. Ой, спасите нас, эти русские ужасные нас бьют. Мы тихие, хорошие приехали, а вот эти хулиганы из России нас бьют. Это футбол. То, что тут примешалось к этой шпане мусульманской, все настроения, которые были антиизраильские, антисемитские, у них. Это факт. А кого удивляет антисемитизм в Европе? Вот об этом речь как раз, Яков Юрьевич. Антисемитизм в Никого, Европе. это никого не удивляет. Да, кстати, на следующий день после этого вся центральная площадь была забита голландцами с израильскими флагами в честь солидарности с Израилем. Голландцы пришли туда, чтобы смыть с себя этот позор. То, что полиция Нидерландов вела себя как трусы. Вот, еще один вопрос. Почему они молчат? А потому что у полиции Нидерландов мировой рекорд. Ни полиция ни одной страны, оккупированной нацистами, не сделала то, что сделала полиция Нидерландов. 100% своих евреев, полиция голландская, выдала гестапо. Не немцы арестовали, они выдали. Франк, кто арестовал? Не немцы. Голландские полицейские. А насчет того, что они не вмешивались, во время Олимпиады в Мюнхене, когда арабские террористы совершили этот теракт и захватили израильских спортсменов. 72-й год, да. По плану должна была быть атака немецких полицейских, чтобы захватить руководителей заложников. А немецкие полицейские сказали, мы будем рисковать своей жизнью из-за каких-то евреев. И ушли. И ушли. Так что вы хотите от голландских полицейских, от немецких, от французских? Если они будут вмешиваться, только по одной причине. Нельзя допускать таких беспорядков на твоей территории. Завтра будут вам морду бить. И все. То есть, если кто-то возмущается, а почему они не вступились, я бы очень был удивлен, если бы они вступились. Нечего на них надеяться. Это Европа. Это Европа, в которой зародился нацизм. Это российская Европа, которая была и осталась российской. А то, что они допустили себя туда, этих воинствующих мусульман, и арабов, и турок, и они там делают, что хотят на улицах, с ними, с их женщинами, с их детьми, но это их проблема. Так что, вдруг из-за евреев они что-то поменяют? Именно так. Завтра будут голландцев бить, и правильно будут делать. Тот, кто не умеет драться, тому бьют по морде. И я при всем возмущении тем, что было, я отношусь с пренебрежением к нашим болельщикам, которые вместо того, чтобы драться, убегали. Я к этому не привык. Когда тебе дают по морде, утрись кровью и ударь и ударь его. Дерись. Не убегай.
Не было у нас такого, чтобы убегать и жаловаться, и прятаться. И убегать, и оставлять товарища, чтобы потом его избивали. Это позор. Но это болельщики, это шпана, мелкая шпана, которая выросла в израильской школе, а в израильской школе драться нельзя. А если пойдешь, а если вот в армии, если попадет, но это же не идут туда. В боевые подразделения, там да, там другие люди. А это та же шпана, которая бузит у нас на стадионах. Яков Иосифович, просто вопрос о том, что в Европе антисемитизм это не только в Нидерландах, это мы уже слышим и во Франции, это мы уже слышим и в Испании, и в Германии, и в Британии. И что самое интересное, мне понравилась очень такая интересная фраза одного из востоковедов, честно, вот не припомню, кто это сказал, но сказали, что, по-моему, и вы тоже об этом говорили, поправьте меня, если что, ведь арабские улицы проснулись не в арабских странах, а в европейских городах. И что самое интересное, как я себе это представляю, европейские политики, Макрон, Шольц, премьер Нидерландов, Александр Де Крoo, по-моему, президент Бельгии и прочие, они на словах, может быть, это и осуждают, но они это на деле поощряют и развязывают руки тем мигрантам и сторонникам местных жителей мигрантов, такие тоже есть, Яков Иосифович. Поверьте, есть во Франции люди, реально голосующие за то, чтобы африканцев там и многих других было гораздо больше, это нужно и так далее. Такие мультикультурные люди. Чтобы вот они потом впоследствии диктовали свои правила. Не нравится еврей, избей. Просто после истории 6 миллионным гибели людей в Холокосте, через 80 лет мы видим то же самое. И невозможно мимо этого просто пройти. Невозможно на это закрывать глаза. Об этом речь, Яков Иосифович. Ну, я говорил, Европа, она российская. Она и антисемитская, и русофобская, такая, как была. Сегодня европейский, традиционный европейский антисемитизм трансформируется на тех же основах в русофобию. Но это проявление обычной европейской российской сути и примитивности. А в отношении того, что Европа слаба, они впустили в себя этих совершенно чуждых им по культуре, по менталитету, по обычаям, по религии людей. И это не то, что приехавшие раньше эмигранты, которые приезжали в свое время в Европу, они становились европейцами. Вот посмотреть сегодня на Великобританию со всем смехом и со всем всем. Но предпоследний премьер-министр Великобритании, он же не был британцем. Он был индус, пенджабец. А мэр Лондона, Имран Хан, пакистанец. Да. А премьер-министр Шотландии кто был? А кто сегодня лидер консервативной партии в Великобритании? Кстати, да, афроамериканка впервые в истории. Но они британцы, если не по крови, не по происхождению, по культуре, по общению, по всему, они хотели стать именно естественной частью Британии, и стали многие. А те, которые сейчас, они не хотят. Они говорят в открытую на улице, в Германии, в Берлине, возле Бранденбургских ворот. Они говорят, законы шариата будут законами Германии. Вы будете мусульманами, мы вас сделаем, так или иначе. А немцы стоят и хлопают глазами.
Потому что боятся их, потому что не знают, что с ними делать. Это точно. И сегодня то, что произошло в Нидерландах, и то, что происходит в других странах, старый традиционный европейский антисемитизм сегодня вышел на улицу. Антисемитизм, скрепленный ненавистью к Израилю, арабских и мусульманских иммигрантов, которых допустили туда. И они бьют всех. И сегодня они бьют евреев, завтра они будут бить французов. И делают это. Они это делали. И головы отрезали в Лондоне исламисты на улицах. Англичане разбегались. Посреди улицы он отрезал голову человеку. Во имя Аллаха. И сегодня, я не знаю, больше ли, но не меньше, чем церквей в Амстердаме, мечетей. Но это их проблема. Но это то, что происходит в мире. Ответ на это должен быть только один. Кулак. Не мириться с этим. Не жаловаться, не обсуждать. А проломить голову погромщикам. Переломать им руки. Выбросить их к чертовой матери. Ну, не пойдет. Но что самое интересное, они хоть и кричат, я хочу добавить просто от себя, Яковлевич, они хоть и говорят во имя Аллаха, но поверьте, никакого отношения к истинному исламу, как и вы совершенно там точно говорили ранее, до этого, в других программах, в том числе наших программах, никакого отношения к исламу не имеют. Это люди, которые прикрываются исламом, на самом деле просто позорят честь и вообще саму по себе исламскую веру, а просто на самом деле являются обычными преступниками, которые якобы во имя Бога устраивают теракты. Что в Израиле, что в других странах. И Бог им судья, что называется. За это не ответят. Люди верующие поймут, о чем я говорю, но в то же время, конечно, они никакого отношения к истинному исламу не имеют, потому что истинный ислам, естественно, призывает жить в мире, в согласии и делать добро, а не причинять зло. Я скажу больше. Ни в одной арабской стране такого бы не допустили. Конечно. Конечно. Ни в Египте, я уже не говорю про Саудовскую Аравию, ни в Сирии, нигде. Ни в одной мусульманской стране этого бы не допустили. Это только европейские импотенты боятся с ними связываться и пытаются с ними заигрывать. А эти все, они не имеют никакого отношения ни к арабскому народу, хотя они по происхождению арабов, Да. ни к исламу. Ислам очень многообразная религия. Довольно плюралистична. Ведь ислам, в отличие от европейских религий, там же нету единого руководителя ислама. Каждый мусульманин волен толковать Коран, как он хочет. Это одна из основ ислама, в этом его сила. Но то, что происходит, вот эти кричащие, эти насильные, эти бандиты, силы пытаются провести как бы всуе и оскорбляя имя Бога, в данном случае Аллаха, покрыть себя, свое невежество, чтобы оправдать свои действия. А другие, не хватает у них мужества и силы поставить им заслугу. Но другие, они в Европе. Еще раз говорю, в Египте такое было бы невозможно. И в Иордании тем более. И в Саудовской Аравии. И в Марокко. И в Алжире. То есть исламский народ другой. И мусульманские государства другие. Я вам скажу, при всей истерике, которая была в Иране, это было бы невозможно. Конечно.
Иранские власти не допустили бы, чтобы фанатики устраивали погром евреям только потому, что они евреи. Да и синагога до сих пор в Тегеране работает своими глазами, я видел. Я говорю, я знаю. Я знаю. Там свои моменты. Это не потому, что мусульмане такие, и не потому, что арабы такие. Это потому, что Европа такая. Да. Слабая, импотентная, продажная, Бесхребетные. оставаясь в то же время и российской. Мгм. Так что тут ничего нового нет. К сожалению. Но К сожалению, я нет. еще раз повторяю, у антисемитизма старой Европы, традиционного, антисемитизм появился в мире во II веке до нашей эры. Еще до того, как появилось христианство. И первые антисемиты кто были? Римляне. Нет, никогда римляне не были. И устраивали первые еврейские погромы в Александрии, в Антиохии греки. А греки. Потом в Египте присоединилась под властью греков к ним часть египтян. Ну, это древняя вещь, мы с этим знакомы. А первый еврейский погром в России кто устроили? В Одессе. Когда был? В начале 19 века его устроили греки. Потому что прошел слух, что евреи оскорбили греческого патриарха в Истамбуле. Слух оказался ложным, а погром настоящий. Так что истории эти бывают. И то, что произошло, это то же самое сейчас. Использовали в своих целях ситуацию с футбольным матчем. А голландцы этого не предотвратили, хотя мы их предупредили. Может быть такая вещь. Но это Европа. Это Европа. Вот на этой ноте мы сегодня как раз-таки подведем черту под нашу сегодняшнюю программу. Яков Ильич, мы попытались сегодня обойти самые острые, наиболее актуальные события за последние 7 дней. Конечно, событий довольно много, все очень довольно насыщенно. Тем не менее, как всегда, невероятно было интересно сегодня вас послушать. Как всегда, впрочем, Яков Ильич, огромное спасибо, что вы нашли сегодня время и подключились к нашей студии и прокомментировали вот самые главные новости, которые мы сегодня с вами и, собственно говоря, подискутировали. Дорогие друзья, у нас сегодня был в гостях общественный деятель, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Иосифович Кедми. Подписывайтесь, телеграм-канал Вестник Кавказа, смотрите нас на платформах Вестник Кавказа.